Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Сегодня поговорим о наследии великих моголов Мавзолее Хумаюна. Усыпальница одного из великих моголов падишаха Хумаюна – одна из главных достопримечательностей Индии и ее столицы Дели. Изящное восьмиугольное здание, ставшее усыпальницей не только самого Хумаюна, но и его жен, детей и приближенных, входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из шедевров монгольской архитектуры, чьи совершенные пропорции вдохновляли создателей Тадж-Махала. Мавзолей Хумаюна был построен в Дели в 1572 году на широкой площадке, образованной верхней плоскостью высокой и обширной террасе. При строительстве этого мавзолея были впервые использованы сады как средство оформления комплекса. История смерти падишаха Хумаюна весьма необычна. Однажды Хумаюн наблюдал за звездами в своей собственной обсерватории. Услышав призыв муэдзина к вечерней молитве, он хотел преклонить колени и наступил на край своей собственной одежды. Не удержал равновесия, он скатился по ступеням обсерватории. Так трагически оборвалась жизнь второго после Бабура великого могола. Хумаюн сумел не только укрепить власть тимуридов, но и придать государству совершенно новый облик и блеск. В первую очередь это отразилось на культуре Индии, в которой живительным потоком хлынули самые лучшие культурные стили и традиции соседних стран. Хумаюн пригласил в Индию персидских архитекторов, ювелиров и художников-миниатюристов, которые и заложили основы того, что впоследствии известно как искусство эпохи великих моголов. В полной мере это касается и мавзолея самого Хумаюна, ставшего образцом для всех последующих монументальных построек монгольской эпохи. Архитектором этого сооружения был Ага Мирек Мирза Гияс, прибывший из Персии в 1556 году в составе Большого монгольского посольства, вернувшийся в Индию после паломничества в Мекку. Проект, который предложил Мирза Гияс для мавзолея, стал судьбоносным в истории индийской архитектуры на ближайшие 300 лет. Сама гробница разместилась в центре большого сада, на пересечении двух широких аллей. Хотя это и было характерно для персидской архитектурной традиции сефевидов, но Мирза Гияс придал саду необычно четкую форму, что было новшеством. Территория была обнесена стеной и прорезана оросительными каналами. Сад для мусульман был символом рая. Его засаживали экзотическими растениями, на лужайке выпускали диковинных животных, а на деревьях пили гнезда редкие птицы. Будучи последователями ислама, индийские падишахи безоговорочно принимали все, что служило выражением их религии. Поэтому после завершения строительства мавзолея Хумаюна сады стали неотъемлемой частью всех усыпальниц Индии. В отделке мавзолея оригинально сплелись мотивы, характерные для арабской художественной традиции, с совершенно новыми элементами. Так Мирза Гияс вместо ярких цветных образцов, которые применяли сефевидские и среднеазиатские архитекторы для украшения сооружений, использовал сочетание белого мрамора с цветным камнем разных оттенков. Именно этот прием и стал основой художественного оформления Тадж-Махала и одновременно залогом мировой славы индийской архитектуры эпохи великих моголов. Кроме того, талантливый персидский архитектор использовал и традиционно индийские мотивы. Речь идет о восьмиугольной планировке внутреннего помещения мавзолея. Истоки этой формы идут от самых корней индийских культурных традиций, которые архитектор использовал в своем проекте. Мавзолей Хумаюна сыграл в истории империи роль художественного образца для целого ряда величественных гробниц. Этот мавзолей также называют усыпальницей тимуридов. Ведь ни в одном мавзолее Индии нет такого количества могил падишахов. Вознесенный ввысь мавзолей был признан вечно служить символом непоколебимой мощи падишаха Хумаюна. Его гробница является самой ранней и наиболее выдающейся постройкой периода правления падишаха Акбара. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Спасибо за просмотр!